Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Трамп победил, Европа в трауре. Новый хозяин Белого дома заявил, что заставит Европу покупать больше американских газа и нефти аж на 300 миллиардов долларов. Борис, сможет ли ЕС закупать больше и откуда деньги? Ну, давайте от заявлений политиков на землю грешную. Соединенные Штаты не продают, Европа не покупает. Это не хозяйствующие субъекты, так что давайте ближе. Соединенные Штаты как государство не входят ни в один проект по добыче нефти, по экспорту нефти, по добыче газа, по его ожижению, по его поставкам в Европу. Европа не покупает. Нет такого хозяйствующего субъекта под названием Европа или Европейский Союз. Речь идет только о компаниях. Социализм нигде никто не строил, поэтому все так, как есть. Ни правительственные органы никуда не входит, ничего. Речь идет о торговом балансе. То, что Трамп сокращает вот до такого уровня, который очень любят многие наши СМИ, Соединенные Штаты продают, Европа покупает, ну, это все бы хорошо, но так не бывает. Это для начала. Первое соображение такое сугубо философское. 300 миллиардов – замечательная сумма. Откуда она у него взялась, тоже более-менее понятно. Если смотреть торговый баланс, да, перевес в сторону Европейского Союза за последнее время 300 миллиардов долларов в год. Много. Хуже только с Китаем, но про Китай пока речь вроде бы как не идет. Что нужно сделать для того, чтобы Европейский Союз сбалансировался? Либо закупать у Евросоюза меньше, ну, для этого тогда, очевидно, нужно какие-то производства перемещать в Европу, что, собственно говоря, и происходит. Если кто-то до сих пор считает, что вся операция под названием «Украина» затеяна Соединенными Штатами для того, чтобы бороться с Россией, ну, давайте все-таки обратим внимание, что в своей инаугурационной речи про Россию он не вспоминает, в своих свежеподписанных документах он ничего не пишет про Россию, он думает о Европе. Поэтому традиционный вопрос, что страшнее, быть врагом англосаксов или быть другом англосаксов? Европа вроде как числится в друзьях. Значит, ей больше всего и достается, что, впрочем, говорит о верности всех президентов завету великой политической деятельницы современности Виктории Нуланд. Что надо делать с ЕУ, она сказала еще 10 лет назад, теперь уже 11. Что, собственно говоря, все президенты, которые приходят, благополучно исполняют. Второе слово не было слова «Раша», второе слово было «ЕУ», European Union. И действительно, если говорить о причинах дефицита в бюджете США, это слишком большие объемы импорта и слишком маленькие объемы экспорта. Если говорить о Китае, то там более-менее очевидно, что поставляет США для того, чтобы как-то сбалансировать торговый оборот. Нефть, уголь, лес, газ – ну, как и положено, самой развитой стране на планете. И, собственно говоря, то же самое предлагается сделать и с Европой. Европа, покупай наши энергетические ресурсы, подравнивай баланс. Ну, давайте смотреть, что из этих балансов реально, что нереально. Если вспоминать эту инаугурационную речь, я даже напрягся и местами ее прослушал, снова бури, детка, бури, и мы все непременно зальем Соединенные Штаты дешевыми нефтепродуктами, и все будет хорошо и замечательно. Ну, первое соображение, на мой взгляд, достаточно очевидно. Если снизить цены на нефть и, соответственно, на нефтепродукты, то вроде бы как выполняется пожелание всего Европейского Союза, который в приступе русофобии считает, что нужно нанести как можно больше вред Российской Федерации. Но не забываем о том, что Трамп считает основным соперником Китай. Соответственно, чем ниже цены на нефть и нефтепродукты, тем больше выигрывает Китай. Логично? Отлично. То есть, на самом деле, Трамп, руководство США находится вот в такой вилке. Повышаешь цены – выигрывает Россия, понижаешь цены – выигрывает Китай. Поэтому у меня есть подозрение, что рано или поздно все это закончится на том, что Дональд Фредович поймет, что лучше руками не трогать. Вот сложился какой-то баланс, может быть, удачный, может быть, неудачный, но лучше его не трогать. Попытки искусственно занизить, в выигрыше будет Китай. Попытки повысить, выиграет Россия. Вот есть сейчас какая-то серединка и есть.
Теперь к практике. Если говорить о том, что может добывать компания Соединенных Штатов на своей территории, у нас не просто так проект называется геоэнергетика. Гео – это не только про геополитику, это про геологию. Геология, мать наша, не имеет никаких предпочтений к всевозможным государственным границам. Традиционные месторождения нефти, имеющиеся на территории Соединенных Штатов, то есть то, что добывается не методом гидроразрыва пласта традиционного, почти все месторождения на поздних стадиях выработки, а при этом все нефтеперерабатывающие заводы на территории штатов рассчитаны на переработку тяжелых и средних марок нефти. Увеличить объем добычи можно только за счет легкой нефти, марка WTI, или сверхлегкой нефти, Бакен, то есть та самая сланцевая нефть. Если заняться переводом всех нефтеперерабатывающих заводов, модернизировать так, чтобы они могли работать только на легкой и сверхлегкой нефти, то 5-6 лет в запасе на это мероприятие и какое-то невероятное количество денег есть. Даже если, как нам говорят поклонники града на холме, денег напечатают, вообще все будет в порядке. Я понимаю, что многие в игры играют, там мышкой кликнул, монетки перетащил, завод появился. Так не бывает. Тем более в нефти. Это поменять и весь набор катализаторов и так далее, и так далее. Пойдут на это американские компании, потому что, повторюсь, в нефтепереработке государственного сектора в Соединенных Штатах нет. Сказать сложно. А сейчас, если мы смотрим на статистику самих Соединенных Штатов, да, Соединенные Штаты добывают больше всех на планете нефти, более 13 миллионов баррелей в сутки. Все, казалось бы, хорошо, но дневное потребление 20 миллионов баррелей. Вот такая статистика, и связано это с тем, что вот как оно сложилось, так и сложилось. Если смотреть на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы США, то они расположены на побережье Мексиканского залива, что было удобно. Тяжелая нефть Венесуэлы. Венесуэла могла даже не увлекаться своими нефтеперерабатывающими заводами, привезли свою тяжелую среднестую нефть, сдали, получили готовые нефтепродукты, убыли. Американские компании микс необходимый с легкими сортами сделали, переработали, заработали на продаже нефтепродуктов, все в полном порядке. Но против Венесуэлы введены санкции. Нефть этих марок венесуэльских покупать нельзя. Одновременно с эмбарго на венесуэльскую нефть, ну, практически одновременно было введено эмбарго еще и на иранскую нефть, а по химическому составу наиболее близкие к этим маркам нефти, которые добываются в Венесуэле, марка Iranian Heavy. Следующая по родству, по отдаленности, так скажем, нефть марки Urals. Введено эмбарго. Если кто-то забыл, то эмбарго со стороны Соединенных Штатов мистер Байден вводил раньше, чем Европейский Союз, тот еще думал до конца 2022 года. Байден 8 марта объявил, что эмбарго будет. Молодец. С Международным женским днем поздравил и назначил срок, когда эмбарго вводится в действие. 22 апреля. В день рождения Владимира Ильича Ленина. Вот что значит советская закалка у настоящего патриота Соединенных Штатов Америки. Ну, ввели. Соответственно, из России нефть перестала идти. Если потом посмотреть за метаниями Байдена, закончилось это тем, что для нескольких американских компаний было выдано разрешение на добычу нефти в Венесуэле. Никуда от этого не денешься. Второй вариант – это тяжелые марки нефти Канады. На севере у Соединенных Штатов не так много заводов. Тот самый магистральный нефтепровод Keystone XL, строительство которого Байден остановил, как раз был предназначен для того, чтобы канадскую нефть привезти на заводы по переработке на южном побережье США. Недостроен. Если они сейчас этим займутся, ну, какое-то время на это потребуется. Тем более, что компания канадская, которая занялась этим строительством, она в некотором финансовом затруднении. Потому что деньги были вложены для того, чтобы проложить трубопровод по территории самой Канады, вошли на территорию Соединенных Штатов, остановили. Ну, предположим, что справятся. Предположим, что мы уже забыли о том, что Канаде предложено было стать 51-м штатом. Если предположить, что все-таки будет достроен этот магистральный нефтепровод, ну, какое-то время на это тоже потребуется.
Вероятнее всего, на самом деле, не ожидание строительства нефтепровода, не выяснение отношений с Венесуэлой, с Канадой, с Россией, просто все останется так, как есть. Чтобы не провозглашал со своей трибуны Дональд Фредович, есть экономические интересы добывающих компаний, есть всевозможные политические интересы Соединенных Штатов. На день сегодняшний то, что поставляет соединенные американские компании на экспорт из нефти, это те самые легкие, сверхлегкие сорта. И, грубо говоря, меняют на тяжелые марки. И оптимальный вариант все оставить так, как есть. Увеличить добычу средней и тяжелой нефти на североамериканском континенте, если не касаться Канады, невозможно. Тем не менее, механизм работает вполне успешно. И отдельно надо ждать, что скажут американские нефтяники по поводу предложенного «бури, детка, бури». Бурить бесплатно не получается. То есть, на самом деле, идет предложение о том, что вы, американские компании, вложите свои частные деньги, полученные в банке или заработанные честным путем, или нечестным путем, для того, чтобы нарастить объемы добычи, чтобы ваш товар стал дешевле. Ну, согласитесь, какой-то такой немножко странноватый бизнес. Вложить деньги для того, чтобы твой товар подешевел. Так что мое впечатление, несмотря на всю ту риторику, которую мы от Трампа слышим, ситуация, если и будет меняться, то не очень сильно. Американские компании тоже умеют считать, калькулятор у них есть, выяснить, что наращивание объемов добычи, а сланцевая добыча – это достаточно специфическая история. Если мы говорим о традиционной нефти, то объемы добычи падают в среднем со скоростью 5% в год. А если мы говорим о добыче методом гидроразрыва пласта, то через 2 года эксплуатации скважин объем добычи падает процентов на 60. Еще через пару лет на 90. То есть даже для того, чтобы добыча шла на одном и том же уровне, надо действительно бурить. Но не для того, чтобы, то есть даже для того, чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать. Если хотите двинуться вперед, надо бежать еще быстрее. Так ли это нужно американским компаниям? Так что, извините, вот эта риторика «бури, детка, бури», она, конечно, хороша, но и без него бурит. Бурить еще больше для того, чтобы товар подешевел, я не думаю, что американские компании на это пойдут. Они тоже отслеживают ситуацию на мировом рынке, они видят профицит, они видят дефицит предложения по нефти и действовать будут так, как диктуют их экономические интересы, интересы их акционеров. Давайте двигаться дальше. Какие еще энергетические ресурсы можно предложить? Природный газ. Вот с природным газом ситуация немножко другая. Здесь нет марок, здесь есть просто природный газ. Если идет добыча нефти методом гидроразрыва пласта, идет и газ. Добывается его сейчас в Соединенных Штатах. Почему-то мы все время вспоминаем о том, сколько добывается нефти. Газа у них добывается больше всех, больше, чем в России. В этом прошедшем году, я думаю, что при подведении итогов будет обнаружена цифра где-то в 1 триллион кубометров в год. Совершенно фантастическая. При этом, если будут реализованы все те проекты по строительству новых СПГ мощностей, с учетом действующих, если представить себе, что все эти заводы на 100% загружены, из этого 1 триллиона кубометров, 300 миллиардов кубометров в 2027 году, если все проекты будут реализованы, будет вывозиться. К чему это приведет? На мой взгляд, достаточно очевидно, если не будет падения спроса в электроэнергетике в американской промышленности, в реальном секторе экономики, то к росту цен. Выгодно это Соединенным Штатам? На мой взгляд, нет. Тем более, одним из первых указов, который подписывал Трамп, это выделение 500 миллиардов долларов США на программу по развитию искусственного интеллекта. В обязательном порядке подписывайтесь или продолжайте читать наши замечательные СМИ, из которых вы узнаете, что Америка производит, а Европа продает. Жалко, что это происходит там же, где розовые пони, белые единороги и так далее, и так далее. До новых Всем встреч. спасибо за внимание, всем всего доброго.